Всем привет, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Вы помните, в прошлой серии мы всей семьей ездили в Мумбаи за покупками. Мы собираемся в путешествие. Решили меня приодеть. Но так уж вышло, что мы с Парамом разошлись во вкусах. Ему категорически не понравилась обувь, которую я выбрала. Я даже вам в прошлой серии не показала. Вот сейчас хочу показать все вместе. Знаете, я вчера даже плакала, так расстроилась. Но вот сейчас нарядилась так, как Параму не понравилась обувь, но я-то себе представляла полный образ, но и, по-моему, выглядит неплохо. Так что я сейчас первым делом вам покажу. О, это классно. Классно, говорит. Да. Yesterday you said very bad. Да, even I make you crying. Today I understand. Yesterday I not understand. Really this good look, Natash. Beautiful, really. Super. Что ты сейчас понял? Chappal also very nice. This dress all suitable. All together. Вместе хорошо смотрится. Да. Под платье. With that dress also good look. Yeah. Good, beautiful. Ну все, окей. Ты показал мне? Что Да, у тебя? да, да, Покажи да, да, нормально да, да. тапки. Да. Так Это я классно. подвернула, чтобы видно. Ну. Так, ну и заодно покажу вам платье, на котором я в итоге остановилась. Кто-то догадался, кто-то нет, но в итоге я выбрала вот это вот платье, да, друзья. Не обращайте внимания, у меня тут глажка, мы собираемся, скоро уезжаем. В общем, бардак такой. Значит, друзья, да, наконец-то я выбрала себе не халат на пуговицах и с поясом, а что-то новенькое, что-то другое. Ну, классное платье, и Параму оно понравилось, и мне тут мы сошлись. По поводу цены. 5000, ну, почти 5800. У меня, по-моему, такого дорогого еще не было. А вот это, что до этого я вам показала, там около 2000, 1500, ну, такие вот подешевле. Вот, ну, я его в путешествие брать не буду, это платье. Для него другая миссия предназначена. Потол. Что это за клуб знатоков? Kadada. Farm shed. Swing. Joking. Was lying down. Секундочку, Артур, расскажи нашим зрителям, что здесь происходит. Я учу их мarathi. Ты их учишь Марати? Pahudli hoti. You don't know Marathi, he teach you? Farm वगैरह में इसमें Вы обычно что в дорогу берете с собой в поезд? Яйца, да, котлеты, огурцы, помидоры, хлеб с салом. А Парам, видите, сам приготовил вот это гаджирка халва из морковки. Морковка сладкая с орешками. А это ладу. Корм мы сейчас отдадим нашему соседу Амкарбаю. И он будет давай кормить. Какую кастрюлю? отмерительную. А ты чего? Иди тоже, спускайся. Кис-кис-кис-кис. Тоже иди ешь. А вот еще Умка. Тебя не пускают? Тебя не пускают, тебя отдельно насыпать, а? Какой красивый кот. Сейчас я тебе дам. На, иди сюда. Кис-кис-кис-кис. Дам, сниму на видео, а потом заберу и сама съем. Давай, ешь. Все, я выключаю камеру. Пока ты все не съел. Мне оставь. Парам, Ючек, ты проверил все, ты выключил. Водонагреватель, газ. Проверь все. Свет, лайт. Все проверьте, потому что у Парама действительно такое часто бывает. Сегодня всю ночь работал. This all night working Lizard. Водонагреватель работал всю ночь. А потом счета приходят. Привет всем. Доброе утро. Артур говорит, мы не посидели на дорожку и сахар не поели. Да, как на тебя, Парам, не похоже. Я-то как бы особо в это все не верю, но... Ну вот Парам... А вот еще, Артур, возьми молоко, дадим это собакам. Вон, возьми на стуле молоко и сырничек. А для кого молоко? Молоко для Свити или для Джимми. А зачем ты высыпал, Артур? Так бы и дал. Ты туда молочко, я ж тебе сказала, налить туда молоко и будет вкусно. Тебя тоже надо покормить? Посмотри, какой. Парам, здесь камин. Какое у нас утро эмоциональное, неспокойное.
Я нервничаю, наверное, чувствуется по голосу. Не пригласили тебя на ранний завтрак. Сейчас у нас 7 часов утра. See, many cows. Посмотрите, сколько много коров. Коров и быков. Все, всем пока. Не скучайте без нас. До свидания. Так, ну что, мои дорогие зрители, вот наш поезд, пассажирский поезд, вагоны с кондиционерами. Этот поезд довезет нас до места назначения. Я уже не стала снимать, как мы добирались до сюда, как мы спускались с Матарана в Нерал, как мы пересаживались в электричке 2 раза. Это все я не снимала, а сразу же здесь, на станции Бендра. Where you want go? Куда ты собрался, Парам? Расскажи нашим зрителям. Парам нас оставляет. Пошел покупать спешл бириани. Ему продавец вот в этом киоске сказал, что здесь продается, но, правда, придется пройтись довольно-таки немало, чтобы купить этот бириани. Окей, давай, Парам, фаст. Чтобы я не переживала, чтобы я... Хорошо. Говорит, ты пока снимаешь, кто-то утащит эти сумки, что вот уже люди сидят и присматривают. Это очень аккуратно, не снимай, говорит, видео. Следи за ребенком и за сумками. Главное, чтобы он успел, чтобы нам не пришлось, Артур, без папы. Помнишь, как папа отстал? Кофе ему захотелось попить, но тогда мы на автобусе ехали. Я рассказывала, у меня об этом есть видео. Откуда мы тогда? Из Раджастана, по-моему, да. Из Раджастана мы возвращались, и он ночью встал. Видимо, мало человек выходило из автобуса, что водитель не заметил. Не заметил, что Парам не вернулся. И я как-то просыпаюсь, такая, что-то как будто бы чего-то и кого-то не хватает. Я заметила, что он выходил, но спросонья потом уже со временем поняла, что уже время бы ему возвращаться. Потом глядь, хорошо, что он с телефона. Вот это, кстати, важный момент. Нужно всегда, когда выходишь с автобуса или с поезда, брать с собой телефон. А вот когда раньше телефонов не было, мой папа тоже когда-то так отстал. Тоже вышел что-то купить на остановке, когда мы ехали на поезде дальнего следования, и отстал. Но потом он нашелся и догнал даже наш поезд на другом поезде, который следовал в том же направлении. Так, все, мне Парам сказал выключаться. Так, парень улыбнулся. Так он уже вне подозрения, можно расслабиться. Зашли в наш вагон, располагаемся. Ребята уже, в принципе, расположились, но я немножечко расстроилась. Вот сейчас обращаю ваше внимание, как в индийских поездах, по 3 полки с каждой стороны. И получается, Парам купил 3 билета. И вот наши места, вот это вот средняя полка, но ее нужно будет разложить, ее невозможно, да, вот когда после 10 часов вечера ее обычно раскладывают. Вот это вот, смотрите, самая верхняя полка, и с этой стороны тоже самая верхняя полка. Я, естественно, хотела, чтобы у нас была хоть одна нижняя полка, потому что с Артуром пою, чувствую, почему ты такие выбрал места? Говорит, 3 месяца, за 3 месяца нужно бронировать заранее в Индии билеты на поезда. А мы, получается, неделю назад, ну или 8 дней назад, и уже, как говорится, что было, то и взяли. Еще и возле туалета. Ой, девочки, ой, мальчики, будут всю ночь хлопать дверью, бегать здесь. Вот, показываю вам бириани, то я так и не показала, на эмоциях. Значит, 2 порции Парам купил, и плюс еще чиз гарлик нан. Говорит, по 300 рупий 1 порция бириани. И сколько этот чиз гарлик нан, сколько? 150 рупий. Мальчик говорит, вернее, мама мальчика говорит, сними моего сыночка. Шакир. Same place, да? Туда же, куда и мы едут. Ну, я сейчас вам расскажу, собственно, куда мы едем. Уже не буду держать интригу. Наши спутники читают молитву, так как мы сейчас
отправились в путь, чтобы все прошло хорошо. Rich language, на каком языке они? На гуджарате? На гуджарате. Они, получается, домой возвращаются. Ну и, как вы поняли, мы едем в штат Гуджарат, а куда именно, вы скоро увидите. Улыбаются. Очень длинная молитва, кстати. Я пока попросила Парама, чтобы он узнал, можно ли снимать. Пока достала телефон, на телефон снимаю. О, уже закончилось. О, все, now relax. Now, сейчас расслабимся. So this is the same like Bhavin Kest? Итак, друзья, продолжаем сидеть в компании. Сейчас хвастаемся талантами. Махиндра Бай и танцует, и поет, да, мультиталенс. И танцует, и поет, и играет на музыкальном инструменте. Вот здесь на этом видео видно, как он танцует. Так интересно, сидим, Парам сначала показал, вернее, не сначала, мы тут по очереди показываем, как Артур на лошади скачет. Потом Парам показал, как Артур на гитаре играет. Ну и они что же постоянно показывают, где они путешествуют. Это брат постоянно прикалывается, шутит. Еще раз покажи. How when this what age? Oh, ये look. Так, вот это еще. It's our old version. Так. आपको आपका हेयर ये इधर से मालूम पड़ता है एक दिन झड़ने वाला है आपका इधर से पता चल रहा है ना भाभी है ना वो क्योंकि पतला हो गया ना सर 32 साल पहले गए 32 years before marriage 33 года назад. नहीं वो Классная фотография. график नहीं कर Так сравнивать, да? Как ты 33 года назад выглядел и сейчас. Ну нормально, они и сейчас очень хорошо выглядят. Ача. This is same. А чем еще в поезде заниматься? Сиди себе в окошко, смотри и жуй. Вот такую вот нарезочку мы купили здесь. Здесь носят еду. Ну и то, что понабирали с собой мы и наши соседи. Вот еще интересный момент. После еды, даже вот после перекуса, хозяйка какая хорошая, все взяла, все продумала до мелочей. После еды He makes it. индийцы заедают фенхелем, чтобы пища хорошо переваривалась, чтобы пахло со рта, и для зубов тоже хорошо. Live taste, live taste. Говорит, да, а, это другое, это не фенхель. Дания патта. Дания. Dana dal. Да, надал. Ну, постараюсь написать. Start. Crispy, na? Your voice all coming here clear. How you? Сейчас уже время обеда наступило, и вот наши спутники достали, собственно, свою еду, которую они приготовили с собой. И вот обратите внимание, как все аккуратно в тарелочках. И нас тоже угостили, он газетку расстелили. Но такой вот один момент, такой вот нюанс. So how we will eat? У нас non-veg. У нас это вегетарианцы. No, it's okay. It's okay? Говорит, it's okay. No problem. Don't worry. You enjoy. Invite us to So Mathura next time. you never eat non-veg? Never, да? never. Говорит, они никогда в жизни они не ели мясную пищу. В штате Гуджарат не принято, там в основном все вегетарианцы. In Gujarat all vegetarian, да? Mostly vegetarian. And eggs. No. No eggs. Даже яйца не едят. Pure AVML. Okay, but some people eggs No, some people eat. in Gujarat, да? Yes. Говорит, ну да, говорит, некоторые люди едят яйца в Гуджарате, но говорит, но мы нет, мы не едим ни яйца, ни мясо, ни рыбу, fish also. But you live near sea and not eat seafood. Ну, представляете, живут рядом с морем, там рядом море, а Of course they use paneer. рыбу не едят. Панир.
You speak which language is it? Milk, да, vanilla, milk, they like. Молочку они любят. Так, Пакистан, Индия जैसा है वो. вот среди чем они нас угостили. Сейчас мы спросим, как это называется. Ну, это кокосовый чатни. Докла. Докла and чатни. Так, ну давайте. Видите, мы еще даже не выехали за границу Махараштры, еще не в Гуджарате, но уже пробуем национальную еду. Причем самое популярное у них, самое любимое блюдо. Ну, это дохла, не дохла, докла. Значит, это что-то вроде идли, как из ферментированного риса. Нахуй, муки рисовой. Ну, короче, ладно, пробуем. Да, очень вкусно. Вкусно так по-домашнему. Но мы тоже сейчас поделимся с ними. У нас есть с собой и орешки, и Парам приготовил ладу. Да, вот посмотрите, Парам сейчас достает ладу. Мы их сначала угостим, а потом, ну, пусть покушают. Я так поняла, что женщина не очень все-таки довольна тем, что мы будем, если мы будем есть мясную пищу, пусть спокойно поедят свою еду, а потом мы уже будем есть биряни, чикен биряни. Не будем им портить аппетит. Хоть мужчина и сказал, it's okay, доставайте, ешьте, что хотите. Ну, и мы сами как бы понимаем. Вот это вот Парам сам приготовил вчера. Говорит, потом, да, говорит, мы обязательно попробуем. Спасибо, но, говорит, это после того, как покушаем, так как это десерт. И вот еще, посмотрите, Парам еще приготовил гаджер ка халву. Он так рад, он так доволен. Сейчас угостит, потому что мы с Артуром не оценили его кулинарные изыски. Да, я уже попила спрайт. चलेगा नहीं और मत प्लीज वेस्ट हो जाएगा इन लोग स्पाइसी है ना ज्यादा खाता नहीं पहली बात तो इन लोगों का खाना अलग रहता है फिर भी ठीक है अच्छा है नहीं खाता है Артур. ये स्वीट है ये वाला ये टेक मी स्पेशल विद मी my dear friends, see traditional lady family Jayashree Bhabhi never eat with her husband when once finish food after she having lunch. Very traditional. Так, может быть, я не успею перевести сразу, перевожу, что Парам сказал, что очень традиционная семья. Вот это вот муж, получается, и жена. И Парам сначала спросила, а почему вы не едите? Она сидит, ухаживает. Нам, получается, по тарелочкам тоже много чего разложила. Видите, сколько тут уже блюд, какое разнообразие. Она говорит, нет, я пока есть не буду, пока мой муж не закончит. Вот это вот ее муж в черной футболке, а это ее брат. Пока мужчины не доедят, она ждет. И на подхвате, как говорится, если вдруг чего что, подложит добавочки. Вот так вот. Все, поели, теперь убирает. А Парам, кстати, помогает, тут видите. И еще вечером, Артур, это предстоит. Но мы уже будем спать с тобой. Индейцы ужинают очень поздно, часов в 10. Вот наше купе. И здесь тамбур, находится тамбур. Я продолжаю обзор индийского поезда. Видите, мужчина проверяет билеты. Значит, во-первых, здесь есть полочка в тамбуре. Я такого нигде не видела в других поездах. Здесь вот наш проводник и вот мужчина, я так понимаю, его друг. Вот этот вот мужчина рядом с ним продает чай. Это воду, пани. Ага, здесь вот можно постоять, полюбоваться прекрасными видами. А с другой стороны дверь постоянно открыта. Вот это вот, кстати, мне не нравится, что дверь открыта. Это как не без... Ой, даже смотрите, даже здесь, если я так понимаю, что склад постельного, даже здесь можно разместиться. Не мне. Я думала, он мне что-то говорит. Вот, но то, что дверь открыта, это небезопасно ночью. Знаете, у кого лунатизм, вот, допустим, у Артура такое бывает. Он, если захочет в туалет, сразу после того, как уснул, он может, ну, знаете, как спросонья, может не туда пойти, не в ту сторону. Было такое у нас. Вместо туалета как-то на кухню пошел. Но я его вовремя остановила, я тогда еще не спала.
Поэтому вот я с ним буду спать на одной полке. Мне Парам сказал категорически против того, чтобы Артур спал сам в поезде. Так, ну и вот я вам показываю еще такой интересный момент. Здесь вот умывальник есть, можно помыть руки до еды, после еды. Я считаю, очень удобно. И туалеты. You can go. Что, мужчина? Сейчас, секундочку. 2 туалета, вот смотрите, слева и справа, причем разные унитазы на любой вкус. В индийском стиле это когда нужно присаживаться на корточке, и обычный унитаз в европейском стиле. What is this? Масала пан. Окей. Пан масала. Вот так вот ребята здесь проводят время. Я знаю, что в наших поездах, по-моему, нельзя, но в принципе некоторые нарушают правила и выпивают. А здесь выпивать нельзя. В штате Гуджарат запрещен алкоголь. Но зато штат Гуджарат первый, я тоже иду, окей. Первый в Индии по производству табака. Ой, посмотрите, как классно. Парам, thank you. Парам уже застелил, посмотрите, полочку, Артур уже лежит. Ну, я хочу что делать. Я предложила, что, может быть, полежать, отдохнуть. Сейчас у нас 3 часа дня, ну, как-то, знаете, сидеть неинтересно. Артур с телефоном, муж какой у меня, ухаживает за мной, обходительный. Еще и сам приготовил в дорогу. Он креветки приготовил и сладости. Но сладости мы с Артуром как-то не одобрили, потому что слишком для нас сладко. Вот, а креветочки... Ну, короче, в любом случае, молодец. Вот видите, здесь тоже после обеда решили прикурнуть. Ну, давайте так немножечко пройдусь. Вот кто-то еще обедает, тоже вот так вот все в основном расстилают на газетку, кушают. Здесь тоже вот решили отдохнуть. Здесь детки, это я уже снимала этих ребят. Даже взяли. Говорит, меня не снимай, ну хорошо. Значит, что, я уже им ссылочку дала. Так, здесь тоже спят. Здесь вот просто сидят. Все места заняты, поезд заполнил. Ну, конечно, даже, говорю, сложно купить билеты. Билеты покупать очень-очень надо заранее. Особенно, если вы хотите удачно выбрать себе места. Так, ну все, бон аппетит. Не снимай как-то, я говорю, приятного аппетита. Окей, Парам уже тут со всеми познакомился. Без 15:06 утро. Очень холодно. Очень-очень холодно. И хочется спать. Как-то я по-другому представляла свой отдых. Интересно, почему эти люди решили вот так вот попрыгать? Я не знаю, с утра взбодриться, если можно вот нормально перейти здесь по мостику. Очень холодно, наверное, 10 градусов тепла, а то и меньше. Пар изо рта идет, а здесь вот, посмотрите, люди спят. Мои дорогие зрители, мы сейчас находимся в пустыне. Днем здесь температура до 40 градусов, а по ночам очень холодно. И вот сейчас раннее утро. Good morning, good morning. Раннее утро, холодина. И вот так вот местные греются возле костра, греют руки. Are you local? Да, это все местные жители. Как 12 месяцев. Ну и здесь палаточки можно купить. Завтрак, можно попить чаек, кофеек. О, меня тоже снимают. Коллаборация. Так, ну что, мои дорогие зрители, буду уже заканчивать эту серию. Уже в следующем выпуске я вам подробно расскажу и покажу, собственно, то место, куда мы приехали. Обязательно подписывайтесь, чтобы это увидеть. И еще такой момент хочу рассказать. Значит, когда Артур в поезде забрался на полку, он мне говорит: мама, я счастлив.
мама говорит, я как будто бы, это новый дом. И я вот в тот момент подумала, что действительно я, когда была маленькой, ну и когда была молодой, очень часто испытывала счастье. Я говорила, я счастлива. А сейчас уже, конечно, не так, сейчас уже жизнь преподнесла много разочарований. И очень редко, ну, даже это чувство, если я испытываю, то оно поменялось. И лишь во время путешествий действительно оно просыпается. Вот сейчас, несмотря на то, что я иногда жалуюсь, бурчусь, я действительно счастлива. Знаете, вот как в том фильме говорится, я верю, что свободен я, и жизнь лишь началась. Особенно вот в самом начале путешествия, эти предвкушения, ожидания чего-то нового. Это как маленькая жизнь, новые приятные знакомства, люди вокруг. Это настолько вдохновляет, настолько радует, ну и такие вот яркие эмоции вызывает тебя. Все, друзья, на этой прекрасной ноте я буду с вами прощаться. Уже в следующей серии с вами обязательно увидимся. Всем люблю, всех люблю, целую, обнимаю. Артур, попрощайся. Пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.